тот ясный весенний день Анна и Елена отправились выполнить знакомое, но всегда трепетное задание — отвезти в новый дом кота, который находился у них на временном попечении. За последние недели они успели к нему очень привязаться, несмотря на его капризный нрав и склонность к одиночеству. Девушки заранее договорились о встрече с потенциальными хозяевами и были настроены спокойно и решительно. Их задача — найти этому пушистому охотнику настоящий дом и теплый угол, где его будут любить. Они и не подозревали, что возвращаться будет целый караван с котом и еще одним новым членом семьи — щенком. Анна припарковала машину перед небольшим домом на окраине поселка. Двор вокруг казался заманчиво идиллическим. Аккуратно скошенный газон, невысокий забор, пыльная дорожка от калитки к глубокому деревянному крыльцу. Девушки обменялись предвкушающими взглядами, крепко сжимая переноску с мурчаком. Это был насыщенный, чуть прохладный майский день. Цветущие яблони и вишни окрашивали воздух сладковатым ароматом. Но стоило им переступить порог, как идиллия внезапно обернулась тревожным разочарованием. За невысоким забором на короткой цепи сидел мелкий темно-серый щенок. Он казался ребенком в огромной одежде, тоненькие лапки и распухший живот, похожий на воздушный шар. Ее шерсть была грязная, свалявшаяся, а глаза панически испуганы. Холод и сырость пронзали воздух, будто длились уже не один день. Рядом сломанная и прогнившая будка, которая, судя по внешнему виду, давно перестала быть защитой от ветра, дождя и холода. На шее у щенка зиял металлический ошейник, явно слишком тяжелый для такого маленького существа. Он давил, мешая повернуть голову, вызвать симпатию или свободу движений. Елена закроила глаза. Сердце сжалось от боли. Анна мягко опустилась на корточки и осторожно обратилась к щенку. «Привет, малыш. Не бойся. Мы не хотим тебе зла». Щенок дрожал, его взгляд бегал по незнакомцам. Анна почувствовала, как болезненно в ее груди взыграла тревога. «Ему здесь плохо», — мелькнула мысль, и больше не ушла. В этот момент открылась дверь, и из дома вышла хозяйка, женщина средних лет. Это она должна была встретить девушек по поводу кота. Обновленная и удивленная, она не ожидала увидеть чужую добавку. «Это щенок?» — удивилась она, глядя сначала на переноску, затем на цепное создание. «Мои знакомые подарили», — заикаясь, начала объяснять женщина. «У них было 12 щенков. Я взяла одного. Думала, проблем не будет. А оказалось, он весь голодный, вляпался. Я не ожидала, что это так серьезно, что он болен». Анна и Елена взглянули друг на друга с пониманием. Никто из них не хотел никого осуждать. Но факт остался фактом. Малыш скоро уйдет с ними. Они не могли просто оставить его там. Женщина потупилась. Она была уставшая, рассеянная. Во всем чувствовалась усталость и растерянность. Но когда Анна мягко сказала: «Мы готовы забрать его. Вам не нужно ни о чем беспокоиться», в ее голосе звучало успокоение и решительность. Женщина отпустила руку девушки, тяжело вздохнула и чуть кивнула. Возвращение домой тихо обернулось превозмоганием. Кошка в переноске ревела от недовольства, так и не привыкнув к путешествию. Щенок, напротив, зажмурился от усталости. Он словно понимал, что кто-то рядом защитит его. Анна погладила кота, Елена — щенка. Так на заднем сиденье образовался дружный дуэт. Кот, привыкший к бархатным диванам и тишине, и беспомощный щенок, впервые обретший надежную опору в лице девочек. Вечер в квартире был мягким, впитывающим волну неожиданного счастья. Анна разложила аккуратно миски, одну для кота, одну для щенка. Легкий суп и овощной паштет пришлись обоим по вкусу.
Каждый нашел что-то свое. Щенок жадно и голодно проглотил пищу, словно знал, теперь никто не отнимет его тарелку. Кот сначала лениво потянулся, затем подался вперед, скептически понюхал и тоже принялся за еду. Девушки приглядывали. В ключевой момент. Они понимали, это начало новой истории, где и кот, и щенок смогут обрести безопасный мир, в котором возможно не все, но многое. Любовь, заботу, здоровье. День за днем началось восстановление. Девочки отнесли щенка к ветеринару. Ему обязательно нужно было помочь. При заражении паразитами явно был глист блохи. Животное облегченно взвылось. Облегчение после первой таблетки от блох, первая инъекция против глистов и первая порция сбалансированного корма. Постепенно кожа обретала чистоту, шерсть, мягкость. Малышка, которую назвали Кнопа за маленькую круглую мордочку и пушистые ушки, начинала оживать. В ее глазах мерцала радость. Уже не испуг, а тихое, осторожное доверие. Кот, получивший имя Мурзик, не сразу принял соседа. Но благодаря терпеливости и спокойствию Анны и Елены они постепенно научились уживаться. Вечерами Кнопа забиралась под стол и пыталась шипеть, защищая свою игрушку-подушку. Но Мурзик, будучи старшим товарищем, только лениво моргал. В итоге они оба мирно спали рядом. Девушки придумали раскладку для кормления, лежаков, игр. Они обсуждали. Кнопа будет жить у меня на передержке. Да, пока ищем ей постоянный дом. Мурзика отдадим тем, кто его выбрал, или оставим. Подумаем, как лучше поступить. И каждый вечер вместе играли с малышами, снимали видео, делали красивые кадры. Кнопа с любопытным взглядом рассматривала обрезанные кусочки картона и мячик, а Мурзик ехидно подкрадывался, чтобы охотиться на резиновую мышку. Наступило воскресенье. Девушки приехали к знакомым той женщины, которые передали ей Кнопу. Оказалось, они сами растеряны и морально вымотаны. За всей этой метушней не справляются сами. Они обрадовались, что щенок в надежных руках, практически обняли Анну и Елену. Очень трогательный момент. Незнакомца, которому доверяешь самое ценное, заслуживают уважения. Они обсудили вопросы стерилизации, дальнейшего лечения, социализации щенка. «Не хочу через год снова увидеть 12 малышей», — вздохнула хозяйка. «Мы вас посоветуем», — ответила Анна. И в воздухе отразился свет надежды, будто прошлая ответственная ошибка сотни щенков была исправлена одним поступком. Со временем Кнопа научилась гулять на поводке, познакомилась с площадометрическими тренажерами, каталкой, мягкой как теточкой для кота, куда Кнопа иногда приползала ночевать. У обоих появилось много друзей. Кошка Цвета, которой нравилось смотреть, как мышки-игрушки скачут по полу. Пес Джек, который однажды осторожно дал Кнопе понюхаться и, в итоге, стал ее лучшим другом. Мурзик наблюдал за этим старательно, но с достоинством старого охотника, равнодушие, не злость. Анна и Елена проводили дни в уходе, играх, заботе, осознавая, насколько велико влияние доброго выбора. И каждый раз, подходя к когтеточке или гладя тугую кошачью шерстку, они думали, а ведь все началось с того, что мы привезли кота, а увезли еще одну жизнь в новую семью. В завершение можно сказать, история Кнопа и Мурзика — пример того, как одна поездка, одно сердце, пара решений могут изменить судьбу двух существ. Здесь закончилась старая цепь, холодная деревянная будка, голод и страх. И началось новое — забота, ласка, ветеринарная помощь, правильное питание, игра, мир и радость. И пусть эти ценности не забываются. Животные рядом — это не аксессуар и не обязанность по традиции.
Это живые чувства и судьбы, и от нас многое зависит. Дать дом значит дать шанс на жизнь.